Всем зрителям моего канала привет! Хочу представить вам свой новый мотоцикл. Это Harley Davidson Breakout 2014 года выпуска. Это Harley Davidson Breakout 2014 года выпуска на 103-м моторе, 1690 кубиков объем двигателя и 74 лошадиные силы мощность. Купил я этот мотоцикл еще зимой. В какой-то момент, ну, знаете, как есть, вот все хотят Харлей, вот как многие говорят. Видимо, не знаю, может быть, на каком-то мотослете меня какой-нибудь харлеист укусил и вот инфицировал меня. И вот уже, наверное, может быть, год, может быть, чуть меньше, я периодически посмотрел, какой мне нравится, что. Никогда не катался на Харлеях. Ну, как бы, на тот Харлей, на котором я катался до этого мотоцикла, это была тест-драйв Панамерики. Ну, Панамерика, я так понимаю, это не совсем трушный Харлей. То есть это что-то новое, европейское, это, наверное, ближе к КТМ, каким-то европейским мотоциклам, а не именно таким американским. Решил попробовать, поискать, голову ломал, какой я себе хочу, и хотел себе и Road Glide, и Road King хотел, и Breakout, естественно, просто брейкаутов не так много было брейкаутов, которые стоило бы посмотреть. То есть там ценник как бы везде, ну, как бы прыгает плюс-минус километров. Мотоцикл купил зимой, уже немножко на нем покатался. Что могу сказать? Это очень спокойный мотоцикл. Он тянет, у него крутящий момент, то есть ты садишься, откручиваешь ручку газа, и он как бы едет, он просто тебя тянет. Нет такого бешеного подрыва, который там прям откручиваешь, там вьюз. Нет, такого нет. Мотоцикл практически весь в стоке, выхлоп стоковый, воздушный фильтр стоковый. Из не стокового, то, что мне досталось от предыдущего владельца, это руль, что еще, фара, ну, как бы внутри там корпус родной, а внутренности это там светодиодная оптика. То есть, ну, мне наоборот, мне это нравится. То есть, то, что светодиодная оптика. По рулю, как бы, мне хотелось всегда драгбар. Что-то такое от V-рода. Драгбар это такой, ну, более такой прямой руль, который дает более прямую посадку. Мотоцикл по своим ездовым характеристикам в плане динамики. Допустим, если вы смотрели мои предыдущие ролики, знаете, что у меня это не первый мотоцикл и не единственный сейчас. У меня есть еще Victory Vision, это тоже американский мотоцикл 2009 года. Там 106 двигатель, но там стоит прямоток. То есть по ощущениям, если сравнивать ощущения от езды и динамические показатели, то есть на Викторе, если когда газ даешь, он подрывает чуть сильнее. Но там стоит прямоток, опять же, хотя мотоцикл и весит больше. То есть этот мотоцикл весит где-то 320 килограмм, а Виктори, ну, за 400 весит. Это даже без заднего кофра. Возможно, то есть здесь, если поменять выхлоп, воздушный фильтр, его прошить все правильно, то он поедет гораздо бодрее. Это не то, что возможно, так и будет. Я давал этот мотоцикл покататься знакомому, у которого не один Харлей, причем есть и на 103-м двигателе у него Street Glide. Ну, как бы по его ощущению, как вот мотоцикл, он говорит, он ровный, городской, мягкий, никаких подрывов, низов маловато, ну, середина и верха чуть присутствуют, а их побольше. Но опять же, то есть я купил мотоцикл, еще на нем надо будет сделать ТО, все фильтра промыть, поменять, заменить масло и тогда уже посмотреть, будет ли какой-то результат, может быть там фильтр, ну, он как бы его стоит поменять, я уже посмотрел, ну, поменяю на днях. В плане удобства в городе мотоцикл
если сравнить с Victory Vision или Street Glide, Road Glide, большими Харлеями, он сам по себе, ну, как бы что-то среднее. Он не очень широкий, но вот дуги, конечно, у него, они выпирают. То есть все равно, если между ряди ехать, то как бы и нужно поаккуратнее, чтобы не зацепить никакой автомобиль. Также руль. Руль довольно широкий. Покажу, как выглядит посадка. Посадка. То есть у меня рост 1,93 м, ноги приблизительно вот так будут выглядеть. Руль, повторюсь же, не штатный, то есть он для человека, который будет ниже ростом, ну, там, невысокий, 1,70 м, этот руль в разы 100% будет удобен. Мне, в принципе, ну, он тоже удобный, но хочу драгбар. Уже купил, скоро придет, надо будет поставить и посмотреть. Вот именно, может быть, он не так интересно выглядит, как этот руль, но, тем не менее, вот эта прямая палка, которая даст более агрессивную посадку, хочу попробовать. Может быть, если не будет удобно, поменяю опять стоковый. Из нештатного, что здесь, как я повторюсь уже, руль, внутренности фары, там ледовские стоят, ну, я покажу на видео, приложу. Маленький обтекатель. Довольно гармонично это все смотрится, то есть мотоцикл выглядит очень неплохо. Еще большая заслуга — цвет. Цвет — это отдельная история. Мне вообще серебристый цвет не очень нравится. Это мой один из самых, ну, то есть по иерархии любви к цветам, этот где-то там, где-то внизу. Но вот этот именно цвет, то есть это серебристый с крупной блесткой, по-моему, как-то он называется, что-то Silver Flake, что-то подобное, ну, не сильно разбирался, если кто знает, можете написать. С большой крупной блесткой, то есть в тени, когда блестка вот эта вот не сверкает, он смотрится сереньким, а вот именно на солнце или при искусственном освещении он прям вот он блестит, как женский лак, такой прям весь в блестках, смотрится очень шикарно в сочетании с черным цветом и с обилием хрома. Прям очень неплохо смотрится и очень класс. Что хочу сказать. То, что я сделал на этом мотоцикле, когда купил, я поменял на нем резину, потому что на нем резина стояла изначально, ну, как бы я купил мотоцикл, на этом мотоцикле стояла резина, та, которая еще вот с ним и продавалась, с 2014 года. То есть она была дубовая, уже протектора где-то не было, ну, скажем так, ощущение от езды отвратительное. Поставил Avon Cobra, мягкая очень резина, 20, я не помню, 21 или 22 года даже получилось купить. Поставил, очень мягкая резина. В плане управляемости небо и земля. Мотоцикл рулится, держит дорогу, класс. Кстати, задняя покрышка, стандартная ширина 240. Я поставил покрышку 250, чуть-чуть пошире. Также без доработок можно поставить 260. Люди пишут на форумах, и дорабатывать ничего не надо, просто будет баллон чуть-чуть пошире и чуть более выпуклый. Ну и, соответственно, пятно контакта у него, конечно же, будет поменьше, чем у 240. Ну, не критично, 250 классно сидит, особо не выделяется. То есть, может быть, чуть-чуть пошире, мне очень нравится. Так, что по этому мотоциклу? Ну, тут есть мелкие, конечно, недочетики. Ну, мотоцикл надо обслужить, поменять руль. Я думаю, отдать его в детейлинг, чтобы навели лоск и красоту на этом мотоцикле. Я думаю, будет все очень классно. Так, из доработок продолжу. Я заказал у ребят крепление для переноса номера на левую сторону, чтобы задний каток было лучше видно, и чтобы вот эта вот сзади, которая бандура, она, ну, и с номером, соответственно, закрывала колесо. Когда ее убираешь, колесо обнажается, и мотоцикл выглядит, на мой взгляд, более эффектно и более брутально. Перенес номер на левую сторону, кронштейник тоже такой аккуратненький, на видео приложу, посмотрите, как это выглядит. Заказал у ребят. В описании добавлю ссылку, где заказывал. Выглядит довольно эстетично, но были нюансы в плане установки. То, что само крепление, вроде бы оно похоже сделали, но как бы по размерам чуть-чуть вот не дошло. Пришлось в мастерской ребятам чуть-чуть стачивать, чуть-чуть подкрашивать. Ну, небольшие доработки, но тем не менее. Ребята предлагали, чтобы присылая обратно, мы доработаем, посмотрим. Ну, как бы на пересылках туда-обратно терять время порядка месяца, ну, как бы здесь, я думаю, дешевле будет все это доработать и установить. По поводу сидения. Сиденье, оно довольно низкое, широкое, очень удобное. Сиденье для заднего пассажира, маленькая подушечка. Кстати,
легко снимается. То есть тут откручивается один болтик, и подушечка убирается. И мотоцикл превращается в такой мотоцикл эгоиста. То есть подушечку сейчас уберем. Мотоцикл превращается в такое эгоистичное транспортное средство для одного человека. Так вот приблизительно это будет выглядеть. Есть один нюанс, как бы. То есть все классно, мотоцикл так выглядит, все кайфово, но в этой подушечке для пассажира есть и некий плюс для водителя. То есть здесь подушечка, она чуть выступает и оказывает некую поясничную поддержку для водителя. То есть я пробовал так кататься, то есть ездишь, катаешься, и в какой-то момент вот от ускорения, от торможения, ну, чуть-чуть начинаешь двигаться, и поясница устает. А когда эта подушечка на месте, то есть ты как-то вот упираешься, и комфортнее, если честно, ездить. Поэтому на некоторое время можно ее снять, покататься для вида. Ну, с ней, конечно, удобней в плане того, что и пассажир может сесть, и поясница не так будет напрягаться у водителя. Что могу сказать? Так, кстати, по поводу доработок еще. Поставил светодиодные поворотники, рули, которые располагаются под рычагами сцепления переднего тормоза. Заказал на Алиэкспресс. Наше все заказал, смотрится довольно неплохо, моргают тоже неплохо. Там есть два режима, и так же, как ходовые огни и как поворотники. Ходовые огни не стал подключать, мне было интересно только то, чтобы был головной свет светодиодный, поворотники светодиодные, ну и задние, соответственно, фонари тоже светодиодные и поворотники светодиодные, чтобы ничего не выливалось из общей концепции. Отдельное слово хочу рассказать про охранную систему этого мотоцикла. То есть, допустим, у моих мотоциклов, там, у Victory, у Kawasaki Z900RS, ну, там, у них сигнализации таких штатных нет. И везде ключ. Harley Davidson, то есть уже 2014 года, есть ключ-метка, то есть не обязательно куда-то что-то там ключ втыкать, поворачивать, то есть просто меточка в кармане, поворачивается тумблер, мотоцикл опознает, что вы водитель, у вас есть брелок и дает возможность запустить двигатель. Если этот брелок, допустим, вы потеряете, то есть такая функция на мотоцикле, что можно задать свой пин-код. То есть потеряли вы брелок, подходите к мотоциклу, пытаетесь его завести, он спрашивает, введите пин-код, если нет брелка. Вводите пин-код, и мотоцикл, охранная система разрешает его завести. Если у вас нет брелка, вы не знаете пин-код, и решили его немножко там покатать куда-то, перевести, подвигать, то есть вы начинаете двигать мотоцикл, первый раз он издает звук. Но я нужен сейчас. То есть, если вы подходите и без брелка, начинаете двигать мотоцикл, катать куда-то, мотоцикл первый раз издает какой-то писк, второй раз предупреждающий писк, на третий он уже начинает сигнализации издавать звуки сирены. Ну, как сигнализация, то есть отключить возможно только либо с брелком, либо ввести пин-код. Вот как бы в 2014 год уже такое присутствовало. Это, как я повторюсь, уже мотоцикл 2014 года, 103 мотор. На данный момент, то есть это с 2014 года по-моему, 16 выпускали 103 мотор. По-моему, в 17 году, ну или в 16 или в 17 был 107 мотор. Потом был 114 мотор, и в 2023 году сейчас выпустили Breakout на 117 моторе. По динамическим характеристикам могу сказать следующее. То есть у меня какое там, я знал, там есть у ребят там Harley Davidson, какие-то там старые, которые там какие-то, ну, выглядят они как-то там довольно простенько. Но в этом году ребята дали мне прокатиться на Harley Davidson Dyna, какой-то там 2014 года, который именно вот шестиступенчатая коробка, там что-то у него там доработанный, какой-то мотор, ну то есть старый мотоцикл, ну выглядит он довольно неплохо, доработанный. Ну по ощущениям, когда я на нем прокатился и сел, он едет
То есть он едет очень хорошо. Он едет приблизительно очень похоже, как у меня Kawasaki Z900 RS. То есть почти литровый стрит японский. Вот он едет, хотя он и весит, то есть больше. Тут как бы, то есть Harley Davidson, видимо, такая марка, то есть мотоцикл очень хорошо поддается тюнингу, если правильные руки, соответственно, финансовые возможности, можно в мотоцикл влить по динамике так, что он будет ехать очень хорошо. Но мне на данный момент 103-го мотора хватает для того, чтобы мне не в гонках, именно покататься по городу, пока хватает. Ну, конечно, вот звук, есть ощущение, что Харлей должен ехать и выглядеть и звучать. Здесь штатный выхлоп, ну, как бы вот немножко выливается из общей концепции того, что мотоцикл круто выглядит, но звучит так себе. Конечно, комфорт в плане шлема, то, что едешь, то, что тебе по ушам не бьет, это, ну, как бы есть плюс. Но то, что звук, конечно, такой не низкий, не басовитый, а просто какой-то штатный выхлоп, но это печаль. Но это всегда можно исправить. Я думаю, в перспективе мы это сделаем. В общем, в принципе, все, что хотел, рассказал. Если что-то нужно будет добавить, добавлю уже за рулем, когда поедем, и я буду снимать от первого лица. Ну что, сейчас попробуем прокатиться. Ну, я тоже катался, но сниму еще раз видео, чтобы так немножко описать ощущения от езды на таком мотоцикле. Солнышко, конечно, село, вот, но тем не менее, то есть на видео, не знаю, будет видно, как краска раскрывается в сумерках. Ну, попробуем прокатиться. Вот так. Поворачиваем тумблер, загорается приборочка. Ран. Ну что, все, можно ехать. Подножку. Ну, поехали. Ну что, едем в районе Черновского моста города Воронеж. Наконец-то погода позволяет кататься и не мерзнуть. Сегодня плюс 20. В общем, что могу сказать? В городе мотоцикл, в принципе, комфортный на любых скоростях. Единственный минус есть, когда на трассе едешь, нет строений и там ветер дует, даже 120, ну, уже некомфортно. Ну, наверное, если проехать километр 100, то, наверное, 120 едешь, как бы привыкаешь к потоку ветра и, в принципе, никаких сильных таких каких-то ощущений плохих, ну, они потом сглаживаются. Я думаю, так, ко всему привыкаешь. Так, если по городу ехать в районе там 60, 70, 80, ну, понятно, такой прогулочный момент, то ничего не испытываешь. Кстати, по поводу подвески. Мотоцикл, ну, он довольно жесткий. Если ехать по кочкам, ну, плюс тут дает о себе знать колесо заднее широкое, сама посадка, ноги вперед и еще руки вперед. То есть тут, если попадешь в какую-нибудь ямку, то что передним колесом, что задним, ну, как бы так себе ощущение. Короче, комфортного мало. Но по хорошей дороге кайф. Нейтралочка довольно легко ищется. Коробка работает четко. Руль. Вот так выглядит неоригинальный руль на Breakout такого года. Вот, я заказал у ребят, они мне сделали под оригинал драг-бар, напомню, это такая, то есть он вообще, можно сказать, прямой, он такой, просто палка, которая дает наклон вперед, выглядит, мотоцикл будет еще немножко ниже, я думаю, с этим рулем,
Не знаю, есть сомнения уже по поводу сочетания цветового. То есть мотоцикл в хроме, много хрома, плюс цвет такой серебристый. И как бы такой руль, допустим, такой руль, это более ближе к классике, ну, на мой взгляд, опять же. А тот руль, который драгбар, он больше к какому-то такому агрессивно-спортивному. Насколько это будет сочетаться, пока вопрос. Пока руль ко мне шел, я уже начал сомневаться, хочу ли я его ставить или не хочу. Зеркала, кстати, ну, мне нравятся, удобные. Тоже по-хорошему, ну, есть у меня такой момент, такое желание, что хочу поменять их на черные. Мне кажется, будет гармоничнее. Как общался с человеком по поводу, ну, который катается на Харлее, вот, если никогда не катался, Харлей — это такая очень кастомизируемая вещь. Когда ты его покупаешь, тебе быстрее хочется на него что-то купить. Какие-нибудь подножки, ручки, накладки, что-нибудь на него хочется купить. В этот момент, ну, есть мнение такое, мне кажется, довольно интересное, что надо сначала на нем покататься какое-то время, и чтобы понять, что тебе все-таки нужно. А то получится какая-то сборная солянка, которая как-то выглядит, ну, как-то вот что-то выбивает из общей массы. Поэтому я вот тоже сорвался, заказал там руль, ну, нет, ну, то, что перенос номера в левую сторону, это однозначно крутая вещь, она плюс 100 к внешнему виду, на мой взгляд. Руль посмотрим, как этот руль будет сочетаться с этой фарой, ну, и с этим обтекателем. Также есть мысли заказать фару от нового Breakout. Она там немножко другого плана. Здесь у меня фара, корпус стандартный, такой классический, что-то ближе к чопперам. А на следующих Breakout'ах фара такая уже светодиодная, ну, немножко по-другому выглядит. Так вот, едем. Да, такие без резких движений, то есть на заднем колесе на этом мотоцикле не получится покататься, тут как бы это и не нужно. Здесь больше крутящий момент, тяга. То есть если нужно ускориться, просто откручиваешь ручку, ну, он тянет, да, он не выстреливает, он тянет. Сейчас едем днем. Не знаю, видно там через камеру или нет, как переливается бак. Я думаю, что навряд. В тени он выглядит больше серым, серебристым. Я уже катался ночью, я, наверное, вставлю кадры, как выглядит мотоцикл ночью. Ну вот такой себе междурядье. Можно попробовать очень аккуратно. Отлично. Подножки вот чуть коснулись бы. О, блин, обрызгали. Кстати, вот я увидел лужу. Хочу добавить, что это очень грязный мотоцикл. Ну, очень грязный. Если ты наезжаешь на хотя бы на какую-то мокрую поверхность, грязь на тебя летит отовсюду. Она летит с заднего, ну, с заднего колеса, понятно. То есть сейчас я еще номер убрал, то есть номер не спасает, но грязь летит из переднего колеса. И причем летит так, что не снизу на двигатель, а грязь летит еще с переднего колеса и вот навстречу, на фару, на обтекатель, на тебя. То есть, если чуть скорость увеличить. То есть, вот чуть-чуть по влажной дороге стоит только наехать на какой-то более-менее, там, даже средненькой скорости. То есть, фара, лицо может быть испачкано. Опа.
Сейчас посмотрим. Ну вот видно, то есть небольшая лужица, и фара уже чуть-чуть обрызгана. Вилка, фара, скорее всего, еще и у меня ноги. Поэтому, если будет небольшая лужица, и вы в белых штанишках поедете, то эти штанишки не будут больше белыми. Ну, не будут белыми, но не кипельно. Все, прокатились. Если есть что добавить, пишите.